Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами в прямом эфире с Игорем Мосейчуком. Он на связи. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Приветствую наших уважаемых зрителей. Друзья, всем большое спасибо за то, что поддерживаете канал, задаете вопросы. По QR-коду это можно сделать и, в общем, во время эфира. Он выйдет, как говорится, на экран. А также за то, что пользуетесь суперчатами, суперстикерами. И вообще это очень приятно, что в это непростое время вы вот находите в себе силы следить за всем происходящим. Ну и мы тоже стараемся делиться мнением о том, куда мы идем, собственно, куда мы катимся. Вопросы для Игоря Мосейчука можно задать в сообществе YouTube, также абсолютно открыто, а также в закрытом клубе в телеграм-канале Шелеста. Естественно, чат трансляции подключим. Подключим обязательно. И прямо сейчас это сделаем. Опрос сегодняшнего эфира следующий. Прекратится ли война до Нового года? Все очень серьезно. Значит, варианты. Да, Трамп дожмет. Нет, на старый Новый год, как у Равина. Нет, весна покажет, кто где. Ну, понятно. И еще проценты, скажем так, свои набирает вариант «нет». Но перемирие к Рождеству, ну, что-то может утрясется. Варианты так себе. Я понимаю, что в последнее время все очень настроены, и все рассказывают о том, что вот, война еще будет, Зеленский все сорвет, все сорвется. Однако есть определенные неизвестные, и вы тоже, наверное, их представляете. В общем, все пытаются складывать эти формулы, эти примеры, решать их. На самом деле у нас есть что-то за кулисами, что серьезно влияет на результат. И даже вот эти пункты не столь важны. И даже Европу, которую отфутболил Рубио, сказал Каллас, в сторонку. Все понимают, что даже не важно, о чем договариваются, но договариваются. Зеленский сообщил через Axios, они ссылаются на Алибабу, на Ермака, что 27 числа Зеленский готов приехать и, внимание, заявить, что все подпишет. Заявить не значит подписать. И как вы проголосовали в вопросе? Тут нету моего ответа на вопрос, и я не знаю, можете ли вы его сейчас добавить. Если нет, то, друзья, проголосуйте в комментариях, напишите, мне важно ваше мнение. Мое мнение следующее. Мир наступит, и додавят ситуацию после того, как будет снесен режим Зеленского и его зеленый гнид. Ну так смотрите, мы это можем ждать десятилетиями. Нет, это будет очень быстро. Я думаю, временной промежуток это будет начало весны, ну, на протяжении весны. Максимум. Может, даже и чуть раньше. Значит, друзья, голосуйте вы, мы обязательно подведем. Зеленые гниды на исходе, Александр. Мы обязательно подведем итоги, и, в принципе, интересно ваше мнение. Смотрите, ну то, что они на исходе, тут же тоже очень важно понимать, какой дальнейший график. И когда я говорю о неизвестных, я прежде всего имею в виду Миндичгейт, дело Мидас и вот этот крючок. Сегодня на комитете там выступал и, в общем, комментировал ситуацию Кривонос. Он говорит, да тут какие-то странные досье лежат на журналистов, политиков, депутатов, всяких там Это министров. 170 человек на разных людей. По моей информации, есть кейс людей, в том числе, которые за границей. Как их доставать, эти Медичи собирались и что делать, я не знаю. Но учитывая, что там слежка даже за мной была в определенный момент, я рассказывал, бог ясно, что у них на уме. Значит, там каждой твари по паре, насколько я понимаю, в этом списке. Все, кто не согласен с зелеными гнидами и тем, как они мародерят страну. Персональные данные, включая активные телефоны, даже если это заграничные номера, и тому подобные вещи. Сливали им эти самые правоохранители. Очень интересное заседание комитета. Я, честно говоря, времени не было. Мне
помощники нарезали там, ну, основные кусочки, я их прослушал. Скажу так. Ну, во-первых, безбожно говорит неправду Кривонос, когда говорит, геополитика не влияет на это самое. Я просто проржал. Вот мы вручаем, но не вручили. Вот она готова, но не готова. Идет постоянное давление и использование. Ну так мы же не знаем закулисных и кулуарных элементов давления, понимаете? Мы не знаем, насколько Зеленскому сейчас опасно вместе с Алибабой и Умеровым, ломающим ручку в Женеве. Смотрите, им очень опасно, поэтому они готовы подписать все. Есть два момента. Как для меня на сегодняшний день они ключевые в связке Медас и мирные, ну, переговоры. То есть нагибание постановления в позу ЗЮ Владимира Александровича. Начну с вчерашнего дня. Вчера вечером на сайте Прозора появилась информация о том, что Владимир Александрович Зеленский обосрался. Жиденько, жиденько, зелененько, так зелененько, все. Вы, наверное, нашли тендер на туалетную бумагу. Нет, я нашел тендер на продажу Одесского припортового завода, который они отменили. Они после того, как, спасибо и вам, Александр, вашему каналу, после того, как мы дали такой информационный серьезный поток, его увидели в НАБУ, его увидели в ФБР. И красиво так обкладывали и обложили до того, что вчера случился понос у царя Медаса, зеленый такой с перепугу. И этот самый, и, соответственно, тендер сняли. Это показатель. И показатель еще в том, что это одно из стратегических предприятий, которое может заработать, приносить серьезный прибыль в наш бюджет, которая не пострадала практически из-за войны там, по ряду причин, и которая может работать в нынешних условиях только в связке трех стран. Только в связке Украина, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. По-другому работать оно не может. Работая в этой связке, оно может приносить суперприбыли всем. И даже геополитические выгоды, и политические выгоды в Штатах, зная влияние цены на аммиак, на ценообразование, ну, на продукты питания в Соединенных Штатах. Поэтому эта история показательна. И показательно, что в ней сработало ФБР, потому что один из фигурантов по делу арестован ФБР в Америке и пошел на сделку со следствием. Это господин Горбуденко, газотрейдер, компания, который проходит по делу большому ОПЗ, которое расследует НАБУ и ФБР. Это банда так называемая Гмырина ОПГ. Андрей Гмырин был такой. Партнер Синиченко, который в Испании прячется, главы фонда Госимущества. Но ниточки ведут к Карлсону на крышу, к Миндичу. Это все есть тоже на этих пленках. И это все есть на файлах, которые изъяты, ну, в бэк-офисах Миндича.
Они работали раньше без Миндича, это Бандейка, а не Гмыринская. Они работали напрямую с гражданином Российской Федерации, первым помощником на то время президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром. Ну, касса туда ходила. А потом появился, ну, Тимур. Это все четко отфиксировано, есть в материалах дела, все понимают. Явно было зафиксировано, почему и снесли конкурс. Ну, продажу в конце. Контролируемую продажу. Все знали, что Кернел купит, что через это отмоют ворованные на войне деньги кровавые. Ну, то есть все понимали. Но отменили по причине того, что первые договоренности, в которых принимали участие по продаже ОПЗ, Миндич, Мужель по кличке Француз, есть такой гражданин, известный деловар у нас, Гмырин дистанционно, ну, по связи, это самое. Это все попало, ну, на пленки. То есть, совершение продажи контролируемой, ну, то, что планировалось, это будет подтверждение, ну, окончательное подтверждение, можно выходить после прозора вот так вот, ну, под браслеты руки подставлять. Поэтому они это убрали. Это показательно. Второй момент показательный – это сегодняшнее заседание комитета. Там же кроме файлов, которых нашли, файлы же разные. Я знаю со своих источников НАБУ, что это за файлы. Так а кто там есть? Смотрите, я не могу говорить персонально, не хочу говорить персонально, мне называли людей, но вперемешку, понимаете? То есть, если бы всех, а то скажут, одного назвал, ну, другого не назвал. Я скажу, там практически все критики режима со всех возможных лагерей, ну, идеологических, политических, которые касались темы коррупции. Ну, тема воровства и темы денег. То есть там есть практически все. Там есть соросята, там есть там, умеренные, там есть консерваторы. Ну, понимаем, да? Все, кто допускал критику, мог подсветить. И был либо по связям, либо в инфополе, ну, имел вес, да? Вот все они попадали туда. На всех на них собиралось досье. Но это мы говорим об одном файле, о досье. А файлов было изъято десятки. Там есть компании. Там есть компании, которым возвращать ПДВ, которым не возвращать ПДВ. Там есть множество всего. И сегодня, когда они сказали, да мы не обнародуем, потому что мы работаем, мы там, геополитика ни при чем, ну я поржал, как я сказал. Фактически он подтвердил, что очень даже при чем этими словами. И поэтому я пришел к третьему, самому главному, что надо сейчас с этим всем делать. Это используется как давление на страну, на Зеленского, на там фигурантов для шантажа, ну и так далее. Смотрите, мне как-то, что на Зеленского давят, фиолетово. На страну нет, естественно, ну и шантаж – это дело плохое. Поэтому я подумал над этим всем. Вот смотрите, вот наш скандал, он сродни скандалу со списком Эпштейна. Только там были сексуальные утехи богатых мира, да, сего. А тут воровство, мародерство на крови с участием влиятельных чиновников, влиятельных политиков, иностранных и так далее, и так далее. Поэтому я сегодня публично обратился и, пользуясь возможностью, обращаюсь к вам, ну не к вам, а через ваш канал, к народным депутатам Украины немедленно, неотлагательно внести на рассмотрение парламента постановление
которым обязать НАБУ и САП в полном объеме опубликовать, опубличить все записи, которые были сделаны в квартире Миндича, и все файлы, которые были изъяты на носителях во время обысков. Для чего? Ну, чтобы похоронить Зеленского, я понял. Не, ну, меня Зеленский, я уже говорил, он для меня, он сам себя уже похоронил. Ну, это же он звонил на квартиру Миндича, а не Мосищук. И что говорил? Это он там общался с Тимуром по громкой связи и Миндичем. Это он там делал какие-то оборонки, споруды, картинка надо, это. Это его пропагандоном платили на квартире, кассу выдавали. А потом появлялись пятикомнатные квартиры Вовы Петрова или эти автомобили, или дети под броню. Кривонос же сегодня подтвердил, что вот Это- эти каналы, Это потрясающе. Это вообще... каналы-миллионщики. Наташа Мосейчук, как у вас дела? Как там сын выехал? Понимаете? Вот, вы тоже есть на записях. Вы понимаете, что эти все падлы получали там бабло, украденное у наших солдат на крови и у народа на крови. И эти люди, конечно же, призывают не останавливать войну, воевать. И вообще арестовать ними, вы посмотрите на истерику Вовы Петрова. Всех же арестовать надо, кто за пленки Миндича говорит. Потому что парень спалился. Парень попал. Это все. Потом все удивляются в Вилановых, в Мосичук, в тех дети там, ну, эти каналы, там какие-то люди странные, которых никогда в жизни в медиа, ну, никто не видел, да, там стают собственниками миллионников этих каналов и так далее. То есть все это финансировалось, я же анонсировал это еще в конце, ну, прошлой недели, что будет информация по всем этим пропагандонам, как они кассу получали. Но давайте так, информации нет. Общака. Информации нет, она есть у НАБУ, но вы правы, что ее не обнародуют. Ее держат. Сегодня на самом деле тяжелейшая ситуация. Вот смотрите, кто-то не поймет, почему я с этим связываю, а все же четко должны понять, что прошлой ночью был тяжелый удар по Украине. Да? Понятно, что ПВО все сбило, там все понятно. Значит, был удар по Харькову, там с водой беда, швах полный, в Одессе энергоструктура и в Киеве. Но в Киеве был очень интересный удар сегодня. Кроме традиционных атак ТЭЦ, понятно, что там отключение отопления у людей, по Печерску вжарили. ЖК в Печерске. Такое, знаете, и даже сами люди, жители этого Печерска, записывают у себя в соцсетях, говорят, слушайте, нам все говорят, что не бьют по вот этим элитным ЖК, а тут сегодня ударили, и все прям в шоке. Отдельная моя, ну, такая боль, я не знаю, у меня просто внутри, с точки зрения информационщика, разрывается все. Когда вот эти каналы-миллионники, а мы теперь понимаем, анонимные каналы, админы которых под броней, которые служат, вылизывают Ермаку и офису президента, публикуют Крипто-Катя какая-то, блогер, криптанша, ей разбила квартиру, ее там посекло, но она не отменила свою поездку в Чернигов и вручила там какие-то там одеяла, зарядные станции, какую-то хрень, короче, купила, и типа вот это и вывод, это свидетельствует о несокрушимости украинского народа. Вы понимаете, что если это все опубликовать, то у нас получится не страна, что, в принципе, о чем многие там со стороны противника утверждают уже давно. У нас получится, ну, Путин говорил там позавчера, по-моему, да, ОПГ, да, на золотых горшках. Так у нас хуже получится. У нас получится какая-то, я не знаю, какая-то дворовая шпана, и по таким понятиям и рулит.
А те люди, которые всю жизнь думали, что они работают на государство, обладают там гостайной доступом, да, рангами, госслужбы, профессионалы в чем-то, а они просто мусор, от которого отказались за ненадобностью. Смотрите, два важнейших момента, Александр. Вы, истина посредине. Вы близки к ней, но, по-моему, истина посредине. Момент первый. Обществу надо четко показать, что есть преступный режим мародеров, зеленых гнид, который ограбил страну все 4 года войны. И дограбил, но именно во время войны. И были совершены ряд военных преступлений против Украины и украинского народа, и украинских вооруженных сил этими людьми, потому что вот чешская фирма в 20 раз дороже дроны продавала. Это самое. Чехи арестовали уже, понимаете? И, соответственно, мы выходим, Александр, на момент истины. Поэтому публикация этих файлов, она не покажет, что мы не страна. Она покажет наоборот, что вот страна, а вот мрази. Вот страна, вот зеленые гниды. И давайте отправим их на санобработку, грубо говоря. Второй момент. Мы сразу забираем внешних актеров, возможность использовать это все для того, чтобы дергать за нити во время и мирного процесса, и переговорного, и экономического трека международного и тому подобное. Мы заберем козыря, ребята, я сейчас скажу вещь, которая не понравится, практически там никому из тех, кто в восторге там от пленок, и от всего. Я скажу вещь, что по состоянию на сегодня, и чем дольше в лес, тем больше, толще партизаны, как говорятся, доступ частично, снова внимание, частично к пленкам получила в том числе и Российская Федерация. Получили спецслужбы других стран. Американцы, я так понимаю, имеют в полном объеме. Европейцы имеют тоже где-то, плюс-минус, британцы. То есть, произошла ситуация, я помню ситуацию с пленками Мельниченко. Я помню, как Мельниченко их продать хотел то Бакаю, то в Москве, то Волкову, то американцам, то еще кому-то. Кто-то купил, из-за границы. Потом появились кольчужные скандалы, помним, да, то есть начали играть. Кто-то отказался, как тот же Александр Михайлович Волков. Но эти пленки дали возможность манипулировать страной. Так вот я вам скажу, пленки Гонгадзе – это по сравнению с пленками Мендича, это ни о чем. Это какие-то фразы, которые с чем-то совпали. Это еще там, и так далее, и так далее. Поэтому тут очень, такой ключевой, я бы сказал, ключевой момент. Дело в том, что понимая объем, я всего же не знаю, то направление, да, всех этих мародерств, которые проходили, ограбление страны, я четко понимаю, что в организованной преступной группе, которая захватила власть в стране, назовем их зелеными гнидами, был план захвата власти. И они его осуществили. Был план узурпации власти. Давайте, смотрите, чтобы всем было понятно, да, почему там правда, неправда посередине, почему, например, я так резок. Смотрите, власть, чтобы ее захватить, вы, как правильно говорите, нужен план, и этот план был, и это все отлично. Но любая власть
ведь это часть, объективная часть государства. У государства должны быть институции, которые могут этому или помешать, или скорректировать этот вектор движения. Понятно, война, все идут к автократиям, да, авторитарным режимам. Ну, это нам объясняют, нам это все лупят, эти Вовы Петровы, как имя нарицательное, это ясно. Но институций не оказалось никаких. Потому что депутат перестал быть депутатом, он кнопку давит, какой-нибудь начальник какой-нибудь налоговой, это мы тоже неоднократно с вами говорили, он перестает таким быть, он служит, заносит наверх. Это уже не государство. Государство, как система, становится ширмой. Ширмой, за которой вот какие-то налоги, что-то там кто-то заплатил с какого-то своего ФОПика, да, или с какого-нибудь акционерки, общества какого-то, ну и все. И вот это вот вам, тут бюджет, и тут еще что-то. Почему так произошло? Почему вообще мы сейчас об этом говорим? Это очень важные вещи, потому что, насколько я понимаю, все идет к тому, что надо Украину будет переучреждать заново. Почему? Потому что настолько все проело и разъело, не столько коррупция, а сколько упадок, что мама не горюй. Значит, каждый, получается, на своем месте прячется за это государство. Это все началось с того, когда деньги западные стали напрямую идти в бюджет. Не надо чесать репу и думать, а как ты заплатишь пенсионеру, там, ребенку-сироте и какому-нибудь инвалиду. Они придут, попросят, денежку выпишут, на курс помножат и все раздадут. Значит, и раз идет вот такая раздача народу, народ на самом деле, он как получал свои там 2-3 тысячи гривен, какого-то пособия, так и получает. Ну, может, там проиндексировали чего-то где-то больше. Но они же понимают, что не надо напрягаться. О людях думать не надо. Вот этот момент, это стал переломным моментом в этой войне. И почему я не перечу тем людям, которые говорили, что Украина войну проиграла. Потому что в какой-то определенный момент мы, ну вот, столкнулись с этим, как вот Титаник на айсберг налетел. Не надо думать, как о людях не надо думать. А если о людях не надо думать, их надо бросать в топку, в горнило этой войны. Александр, давайте сначала. Я считаю, что войну Украина не проиграла по состоянию на сегодня. Проигрывает. Что вы называете Украиной тогда? Можно я закончу, с вашего разрешения? Не проиграла, но проигрывает. Есть шанс получить, уникально сохранив государственность и жизнь народа, это будет победа. Есть возможность сохранить. Помните, я говорил, каждый же в победу вкладывает свой смысл. Для меня лично победа – это сохранение в нынешней страшной войне страны и жизни людей. Это я с конца начал. Угу. А вообще, чтобы правильно ответить на ваш вопрос, я дам ответ. Мудрый украинский народ рассчитывается за свою мудрость в скобках сотнями тысяч могил на кладбищах, потерянной экономикой, уничтоженной промышленностью, энергосистемой, калеками в каждом городе, потерянными территориями и так далее. Я абсолютно согласен с уважаемым мной человеком, и вы помните явно это выступление, это довоенное выступление Степана Ильковича Хмары, который сказал: команда зеленых ликвидаторов государственности. Они демонтировали. Они полностью начали с 2019 года демонтаж страны. До этого были проблемы, ну, я же не говорю, что не было. Но это демонтаж начался. А я к тому, что сказал Хмара, добавлю.
И еще и утилизаторов своего народа. То, что вы говорите, в топку. На мясокомбинат имени Зеленского, которым Сырский руководит. Теперь, оказывается, он просил Умерова назначить проверку. Ну, это же вообще на голову не налазит, понимаете? Да-да. Отправили людей на смерть в Курскую область, не проголосовали за это в парламенте. Военное преступление фактически против собственного народа и собственной армии. И сидит Стефанчук, профессор юридических наук, хрюкает в этом, в президии. Что-то, ну... Смотрите, тут вы подняли очень важный вопрос. Вопрос переучреждения, переосмысления, перезагрузки, да, ну, то есть это все комплексная вещь. Без этого не обойдется. Без этого не обойдется. Надо менять систему государственного устройства. Надо менять подход к экономике. Ну, все, кто говорят, мы отстроим Украину, я говорю, а зачем? Ну, промышленность, которую убили, жалко. Криптоблогер Катя Крипто. Символ несокрушимости украинского народа. Ну, понимаете, убили экономику, промышленность и говорят, будем отстраивать, инвестируем. Я говорю, не надо ничего отстраивать, строить надо. Ну, мы в 21 веке, ну, это было построено 100 лет, 150 лет, ну, назад. Его уничтожили. Ну, надо строить, исходя из инноваций, исходя из нового. Это же логично. И не опираясь на мифических криптоблогеров, а опираясь на людей, которые разбираются в энергетике, разбираются в металлургии, в автомобилестроении, в самолетостроении, кораблестроении. У нас 3 кораблезавода, запчасти от них, ну, пооставались уже. А нам продают криптоблогера. Почему? Потому что есть молодое поколение, и ему задвинуть миф криптоблогер. А если криптоблогер, о существовании какого-то, которого бабушка в Чернигове, ну, представить и не понимают, что это такое, то ей одеяло привезут. Оно ее согрело после того, как благодаря им уничтожили всю энергетику в Чернигове. Оно ее согреет, и она будет думать, что криптоблогер это почти бог. Ну, реально. Понимаете? То есть идет... Что делают зеленые гниды? Они делают все, чтобы изменить сознание человека. И это же не первый день. Смотрите, я не зря 19-й год вспоминал. Я на неделе взял интервью у Александра Тупицкого, главы Конституционного суда, бывшего. И он мне сказал вещь одну очень интересную. Лично я ее не знал, я слышал, но не знал подробностей. В 2019 году с чего началась так называемый конституционный кризис и путь к узурпации власти. В 2019 году приходит к нему Андрей Смирнов, это, напомню, был такой замглавы администрации офиса президента. Приходит и говорит, смотрите, Александр Николаевич, тут 8 законов о изменении в Конституцию страны. Ну, часть там от парламента, часть от президента предложения. Вы должны их одобрить. Он говорит, ну вы их оставьте, мы ознакомимся. Это самое... Нет, вы должны их одобрить. Он говорит, ну я с судьями поговорю. Да какое? Вы должны их одобрить. Ну, оставил. Тупицкий говорит, я их почитал, а там, ну, Янукович курит со своими изменениями в Конституцию не то, что в сторонке, а где-то на обочине в леску, на опушке.
Там полностью изменение конституционного строя. Там полная узурпация власти. Ну, говорит, я пошел, поговорил с судьями. Судьи посмотрели на меня как на душевно больного. Что я вообще это в руки взял. Ну, а дальше вы знаете. Виселицу ему под дом, в суд не пустить на работу, указ об отстранении. Притом интересный момент. Они так его боятся, что аннулировали все украинские паспорта. И заграничные, и внутренние. Гражданства не лишили, Александр. Но служба миграционная ликвидировала все паспорта. И внутренний украинский, и 2 загранпаспорта. А потом, когда он выиграл Верховный суд, ну и указ Зеленского о увольнении признан его неправдивым, то Зеленский по старой доброй традиции ввел санкции. Нет, вы смотрите, вы приводите то, с чего все начиналось. Но я и тогда, если честно, понять не мог. Вы тогда были депутат. Нет, я не был депутатом. Вы не Меня были депутатом. разогнали. Вас разогнали. Нет, ну подождите. Я имею в тот момент, когда разгоняли. Да. До того, как разгоняли. Не, ну принесли в Конституцию изменения уже когда нас разогнали. Не-не-не, я не про конституционные изменения. Я про вот этот вот, ну, как шапку снимали перед Зеленским, перед Я не снимал. перед Венеслав, да все структуры, все я не снимал. все стали на задние лапки, и никто против ничего не сказал. Перед вами сидит человек, который не снимал, и который с первого дня говорил. Это раз. Второе, я вам скажу так, я с первого дня после его избрания, я был в оппозиции и остался. То, что многие смирились, то, что многие прогнулись, это факт. То, что многие завели, это второй факт. Я единственное, что я помог ему стать президентом, каюсь. Знаете как? Я не дал Порошенко узурпировать власть. Когда Порошенко хотел ввести военное положение для того, чтобы Зеленского не избрали, то мы Порошенко остановили. И таким образом дали Зеленскому узурпировать власть, Александр. Ну, то военное положение на тех регионах, это, конечно... Не-не, он же хотел на всю страну ввести. Это мы добились, что на регионах там чуть ли не драка была, Александр. Не избрали бы никого. Цель была та же самая. У гражданина Зеленского другой гражданин в должности президента был достойным учителем. Просто у того президента Петра Алексеевича был парламент. А у этого есть сброд блатных и шайка нищих. Притом блатных в кавычках. Да, друзья, мы в прямом эфире. Поставьте, пожалуйста, лайк. Приходят новости из Америки. Значит, вот, так сказать, Трамп помилует индейку ко Дню Благодарения. Привели ему, показали, там, это, скажем так, Мелания, тут она там конкурс устраивала. Значит, Трамп говорит о том, что прошлое помилование индейки было незаконное, потому что в прошлом году, прошлый День Благодарения, это делал Байден, а он пользовался авторучкой. Ну, вот этот автоподпись. Поэтому вот так. Значит, поразительно, но журналисты с Белого дома, с пула Белого дома говорят, что мы ничего не знают, нет в графике на 27 число, а это уже вот послезавтра. Никто не знает, что Зеленский едет к Трампу. Смотрите, Александр, я еще неделю назад написал, почему я с вами согласен, но когда вы начали конспирологические вот эти закулисья, да, ну, рассказывать. Я еще в начале прошлой недели сказал, ну, когда начались переговоры эти, что на 28 число обсуждается, подготавливается визит Зеленского к Трампу. Сейчас существует два момента. Во-первых, американцы не хотят видеть Алибабу.
Говорят, у нас свои сказки Шахерезады, Али-Бабаха, там, пока поохраняет пещеру с разбойниками, если не придут наши набуины. Это во-первых. В ответ разгоняют все вот эти помойки и эксперты, которые на пленках Миндича, да, которых там Али-Баба с пещерой разбойников кормил. Они разгоняют. Не надо ехать Владимиру Александровичу, не надо, с ним плохо поведет себя Трамп. Ну, некоторые уже договорились, что его там арестуют, не арестуют. Он пользуется дипломатическим иммунитетом, если захотят, в Киеве арестуют. И руками не американцев. Не-не, смотрите, ему же Трамп может на этой встрече Но то, сказать, что он ему может трусы одеть на голову. сказать: Володя, уходи. До свидания, Володя. Подпись Правильно. ставь и уходи. Правильно. И вот тут начнется свистопляска. Еще И та. дать не авторучку. Кстати, очень мы в прямом эфире, чат-трансляция очень переживает за судьбу вашей ручки во время нашего разговора. Что такое? Не сломайте. Я ее могу для того, чтобы Владимир Александрович отставку подписать, пожертвовать. Может Трамп погнать Зеленского? Я не повторяю. Второй фарс, а третий это уже раз вообще как-то вот это самое. Значит, ну, у нас чат постоянно переживает. То я кофе много пью, то ручки, то еще что-то. Значит, смотрите, может. И больше того, я ждал ответ вам как. Снесут зеленых гнид во главе с Зеленским, и тогда поговорим о мире. Угу. Значит, может ли поездка в Вашингтон прискорить снесение? Может. Может ли быть выработана ситуация, что Зеленский подпишет все? Может. На самом деле все эти криптосчета, обычные счета, бабки в Катаре, к которым Умеров летал посмотреть во время этого турне своего последнего и так далее, это все видят американцы. И я верю, что это окружение, эти кошельки, эти барыга, Алибаба и все, кто доступен к пещере разбойников, они убеждают не ехать. Говорят, сейчас тебя посадят, достанут папочку, покажут, что где лежит, как это забирать будут, дадут ручку и скажут: подписывай. Подписывай. И отречение заодно подписывай. Ну, грубо говоря. Так а что подписывать? Смотрите, вообще, давайте так. Я с этого начал, это принципиально важный момент. Мы понимаем, что сейчас, хоть там и рассказывают, что все, НАБУ там под лавкой, все, короче, нормально. Смотрите, Рубио уже с Ермаком вышли, сказали, что у них все хорошо. Это означает, что Во-первых, в мене впечатление было такое, что Але Борисовне в одно место ом вставили по внешнему виду и по тому, что он отвечал. А во-вторых, тут важно смотреть на другие вещи. Украина могла, как и европейцы, наговорить американцам 100 пунктов плюс, 20 пунктов минус, 30 пунктов еще куда-то, ну и так далее. Все, что угодно. Вы видите, как ведут себя американцы? Yes, Алла Борисовна, yes. Сколько пунктов вычеркнуть? 3? 3 вычеркиваем. Сколько там добавить? 2? 2 добавили. А, вот это формулирование убрать? Ну да. Я, правда, там 111 статью нашел в действиях Ермака. Читаю это общее заявление, да, по мирному соглашению.
В американских предложениях была территориальная целостность, которую признают, уважают, ну и охраняют, да, эти все, кто гарантии дают. А то, что Ермак уже там наработал с этими великими дипломатами, ну, которые в этой группе, нету территориальной целостности. Испарилась, была и вся вышла. И тут не вопрос в тех территориях, ну, которые сейчас оккупированы. Тут в другом вопрос о территориальной целостности. Если ее нету в гарантии, ну то завтра придет Вася Петя и скажет, отдайте Кемскую волость. Ну правильно, так же выходит. Ну, э, Причем из запада, и с востока придет товарищ. откуда угодно. Я ж почему говорю Вася, потому что я же не говорю там, что с Москвы. Вася же может прийти с Румынии, с Польши, да откуда угодно, с любой страны. Это плюс вот это опять игра в эту морковку по имени НАТО, это уже даже не смешно. Это морковка, которой бегали перед нами, как перед осликом, трусили НАТО. Она уже в резиновый, я извиняюсь, орган превратилась, который по губам вводят тупо. Тут уже, ну, даже это самое, ну, Александр, ну, вдумайтесь. Мы, Украина, должна оставить право на вступление в НАТО, но мы ее не берем. А нахрена нам 800 тысяч? Или вообще без ограничений войск? Смотрите, теперь прагматически, абсолютно, ну, это самое, по отношению к армии. Так 600 тысяч в мирное время до хрена. 300-350 тысяч хорошо обученной, вышкаленной армии вот так вот для защиты государства. Соответственные программы, ну, правильно подготовленные. И все. И рекрутинг, и никакой мобилизации, и все успокоились, и все. Какие 600 тысяч? Да у нас сейчас в боевых частях около 600 тысяч человек. Потому что миллион это с ТЦКунами, этими, которые людей бусифицируют, и тыловиками. Понимаете? Поэтому 600 много. Второй вопрос. А кто содержать ее будет? Вооруженные силы в таком объеме? Ну как кто? Европа. Да не, ну подождите. Ну тогда послушайте. Так а некому. Ну подождите, некому. Европа. Ну поэтому и не будет 600 тысяч никаких. Поэтому надо быть реалистами. Говорит, у нас будет 300, 350. Получается, что я, вот когда эта вся история, был прав, там общался с подписчиками и говорил, ребята, Зеленскому важно подписать. Он будет подписывать чистый лист, фактически. Он будет подписывать набор букв, которые не всегда будет связано ложиться в предложение. Надо будет что-то подписать, чтобы выйти людям и сказать, перемога, мы добились максимума, и все. А основной как бы разговор будет у США с Москвой. Что вы скажете про Абу-Даби сегодняшнее, вчерашнее и сегодняшнее? Тут очень надо, вы правильно абсолютно сместили акцент. Я просто предыдущий, мы вошли с вами в диалог и не закончил. Вопрос в том, что американцы ведут себя почему так? Да, сколько пунктов нести, сколько вынести. А европейское предложение, да, давайте посмотрим. Они ведут себя так, потому что они понимают прекрасно, что основной диалог и основные переговоры у них будут с Российской Федерацией. И может там Мерц или Стармер 150 раз бегать с этой морковкой резиновой или тефлоновой или какой угодно натовской, да?
Но очевидно, что НАТО является красной линией для Российской Федерации. Более того, Российская Федерация хочет отведения от границ Украины натовских войск и выведение части подразделений со стран Балтии. Ну, а Макрон выходит и говорит, будут турки, французы, британцы в Киеве, в Одессе. Ну, вот так. Послушайте, Макрон живет в своем каком-то мире нарисованном, где он себя видит Наполеоном. Я, правда, не понимаю, Жозефина кто, или Жозеф, или Жозефина, но это самое. Но у Макрона вот не будет этого ничего. Ну, смотрите, успех переговоров и приход мира возможен исключительно в диалоге между Украиной и Российской Федерацией. Повторюсь, Российской Федерацией и Украиной. Может ли присутствовать США как заинтересованный в мире субъект? Присутствовать-то может. Нет, с кем разговаривать? Смотрите, вот вы сейчас вот вы говорите, да, вот нет, не с кем разговаривать. Ну Почему? с кем? С ОПГ? Ну с кем? На золотых горшках с ними разговаривать? Вернитесь назад к началу нашего диалога, к опросу. Я вам дал ответ. Не будет никакого диалога и переговоров, и ничем они не закончатся, пока зеленые гниды будут сидеть на золотых горшках. Я это сказал в начале разговора, Александр. Поэтому, смотрите, Я говорю, смотрите. этот разговор должен состояться между большими взрослыми мальчиками, американскими и россиянскими. Не, смотрите, все вы правильно говорите. Украина потеряла субъектность. Украина потеряла возможность к отстаиванию собственных национальных интересов. Понятно, что решение будет приниматься, как вы правильно сказали, между двумя этими самыми. Но я прошу учесть один момент. Александр абсолютно прав. Вову Зеленского могут поставить в любую позу, не пустить Ермака, засунуть улом опять же, еще что угодно сделать, он выйдет и подпишет набор букв, а точнее чистый листок. Ну, как Александр. Вопрос в другом. После чистого листка надо будет закрепить юридически там, целый ворох вещей. Практически, осуществить многие вещи в разной плоскости. А пока будет Зеленский, их осуществлять никто не будет. Он опять ломает дурака. Он опять играет Джокера. Он выйдет, а чернила окажутся невидимыми. И он скажет, до нас там а Стармеры, Мерцы и Макроны с Жозефами прибегут и скажут, в Киеве будут войска. Ну, как Макрон, да, говорю. Понятно, что их нигде не будет, но украинцы снова погонят на продолжение бойни и тому подобное. Нет, не сработает это, нет. Только плюс, а как вы видите себе, скажите, а с кем будет подписывать соглашение Зеленский? Трампом. Хорошо, а мы воюем с США? А какая разница? Ему это для статуса, ему для внешней легитимности. Подписал дальше, а дальше надо будет подписывать с Российской Федерацией. Не обязательно. Штаты подпишут. Нет, как не обязательно? Подождите, как не обязательно? Штаты подпишут, не обязательно. Поэтому, смотрите, мы можем вообще прийти к очень интересной диспозиции. Я почему там чистый лист привожу? Потому что у США и у Украины будет один договор,
Поэтому они на все и соглашаются. Говорят, сколько? 19? 19 пунктов. Этот убираем? Убираем. Они подпишут. А с россиянами они подпишут другой. А потом начнется очень интересная история, которую все вот читали же эти все пункты плана, да, 28 пунктов первоначальная, потому что сейчас после этого мы не видим эти 19. Мы там европейские можем сравнить, и пресса сравнивала. Ну и что? А там же очень интересная история получается. Создается Совет мира во главе с Трампом, что по сути является надгосударственной надстройкой, принимающей решения за Украину. Игорь, мы воевали почти 4 года, украинцы, чтобы оказаться Газой, где условный Тони Блэр, ну тут опять же там Трамп, глава Совета мира, будет чхать, плевать на вот это вот все, что мы там будем трясти этими культяшками, а мы тут подписали это, у нас тут 800 тысяч, а у нас... И будет разруливать, прям физически брать на операционном уровне, разруливать. И только кто-то заикнется, скажут, ребята, вы подписали гарантии, ну мы вам даем гарантии на 10 лет, там же второй документ про гарантии от США. Опять витиеватый никакой, там типа имеет право Трамп применить. Имеет, не имеет. Имеет, не имеет, разведка ли, не разведка ли, войска ли, неважно. Вы подписали, вы что, хотите лишиться наших гарантий? И это крючок, на который посадят и Зеленского, поэтому так к нему нормально относятся, и следующую власть, и через власть, и чуть ли ну, как бы на 10 лет. Поэтому Трамп себя уверенно чувствует в этом отношении. Потому что бы ни решила украинская власть, Александр. Объясните почему. Вот объясните почему. Сегодня пришла новость о том, что продовольственная программа Газы, ну там они очень долго ссорились, там, ну, в общем, которые там заботятся, скандалы были. Они, короче, сказали, все, мы свою миссию сворачиваем. И ряд вот этих вещей тоже свернут по поддержке Украины. Не сработает, и этого не будет. Почему? Потому что есть как минимум 3 причины, по которым не будет. Первое. Российской Федерации не нужна газа. Российскую Федерацию газа не устраивает. Они не остановят так называемое СВО. Когда вы говорите, они подпишут то, что выгодно им, а Украина то, что выгодно им, а Трамп будет разруливать, да ничего не разрулит. Война как продолжалась, так и будет продолжаться. Как оккупировались территории, так и будут оккупироваться. Окончится война может только в одном единственном случае. В случае отстранения от власти ОПГ «Зеленый гнит» во главе с самой главной Владимиром Александровичем Зеленским. Все. Полный демонтаж режима, полная перестройка в мозгах, в юридическом смысле, в экономическом смысле, подхода, в геополитическом смысле, переосмысление своей роли на грани 2 миров, грубо говоря. Только в этом случае возможна остановка. Все остальное это либо катастрофа, хаос, потеря государственности и либо капитуляция, сейчас многие говорят, это капитуляция. Нет, это не капитуляция. Капитуляция это будет тогда, когда войска будут стоять. И ситуация в том, что многие говорят, все, зрадонька, финский сценарий, о чем мы с вами, не раз говорили, так это лайт финский сценарий. Хочу напомнить, что в американском плане Украина не отказывается от своих территорий, не признает их российскими. Финляндия признала Карелию выбор советскими, официально на официальном уровне. Более того,
Финляндия разрешила, и много лет до падения Советского Союза под Хельсинки размещалась база советская военная. От нас этого не требуют. Пока. Ну, понимаем, да, пока. Поэтому, ребята, не верю в то. То есть подписать он может все, но чернила будут исчезающие. Изменение и реальный мир будет только после низвержения полного режима. Смотрите, это понятно. Но, опять-таки, хорошо. А что такое Совет мира под руководством Трампа в контексте завершения российско-украинской войны? Ну, Кушнеру, наверное, такое название понравилось. Думает, тесть рулить будет, а мы возле него подруливать. Опять же, Нет, смотрите, подождите, кто круче? Верховная Рада или Совет мира? Александр, послушайте, подпись Зеленского сейчас стоит меньше, чем подпись любого. Его подпись, он может с таким же успехом ее поставить на туалетной бумаге, как вы говорили. Он нелегитимен. Это не признает Российская Федерация. Это не признает ряд других стран мира. Это не признает громадное количество его собственного народа. И не летели бы ракеты ночью, то через месяц его бы гнали с ссаными тряпками и сраными метлами в Лукьяновской СИЗО. Понимаете? И нету другого вопроса, Александр. Без решения вопроса зеленых гнид и ихнего Зеленского ничего никак не произойдет. А эти, плюс до того, существует ряд программ. Ряд программ, которые видит Трамп, в которых будет он и Россия. Прежде всего, это освоение Арктики, освоение Сахалина и Аляски, совместные программы. Есть совместные программы по Украине, это одна из причин остановки Одесского припортового завода. Да, это крупнейшее предприятие. Да, это сильнейший инфраструктурный узел. Александр, в нынешних геополитических условиях он может работать только в одном случае. Российско-американского операционного влияния. Смотрите, вы как бы ответили на вопрос в стиле последних дней вот этих всех тени-толкаев дипломатических. Мы с вами говорим о переучреждении государства. С одной стороны, ну, украинцами для украинцев, правильно? Мы с вами говорим о проблематике юридической, вообще нахождения у власти Зеленского. Мы говорим об криминалитете, который олицетворяет режим Зеленского. И это на пленках Митнича четко слышно. Вы даете аргументы, говорите, что Россия не согласится. Так а если Россия согласится? На что? Путин говорит, мы будем добиваться не военными средствами. И вот Путин закрывает там, ну, вот эту тему по пунктам, территориальную, сейчас они там, Зеленский что-то подпишет, европейцы там чего-то потанцуют, и не военным способом, через Совет мира, через Трампа, Украину демилитаризируют, денацифицируют, и все по списку. Александр. И может даже, смотрите, как бонус вернут основные положения Конституции Украины, которую попрали, растоптали и плюнули, и растерли. Только это будет чистой воды колония. Смотрите, Александр, может ли Украина превратиться в колонию? Так мы на сегодняшний момент колония. Мы на сегодняшний момент колония со статусом, ну, где-то лежащим в чуланчике государственности, но колония. Понимаете?
Мы говорим о победе над коррупцией, которая это самое, которую коррупционной схемой по продаже Одесского припортового. И тут же говорим, да, ФБР. А это же признание статуса колониального фактически. Да, я уже сейчас могу сказать, да, я встречался с сотрудниками ФБР по этому вопросу, передавал материалы, все, потому что я понимал, что крадут актив. Но его сейчас в другую сторону, ну, будут забирать. Просто он функционально, конечно, ну, особенный, он как раз и может, ну, в интересах троих, ну, работать. Но сам факт, Александр, понимаем, да? То есть и так совсем нету. И когда мы говорим о переучреждении, когда разговаривал с одним своим товарищем, буквально перед этим, о Булгакове, кстати, он и это самое. И он говорит, ты знаешь, я вот когда спорю с некоторыми, особенно представителями власти, я им говорю, книжку почитай. Не, говорят, спрашиваю, а вы книги читали? Они не понимают, что их Шариковыми назвали. Понимаете? То есть они не понимают этого. Поэтому переучреждать надо все, надо возвращать образование. Надо провести инвентаризацию, что украли, в том числе с культурных и исторических ценностей. Что собираются спереть, понимаете? Очень серьезная тема. Очень серьезная тема. Я, смотрите, Александр, несколько проектов, которые, я считаю, надо уже сейчас запускать. Надо провести инвентаризацию наших реликвий, и религиозных, и исторических. Потому что уже появилась информация, что тянут, воруют, вывозят. У нас, помните, мощи перетряхивали, там, Илью Муромца туда-сюда, да, собирались сдевать. Надо понимать, где что находится. Второй вопрос, надо четко для себя осознавать, на что мы будем и как мы будем делать дальше, как будет развиваться страна. Но очевидно, что ни один президент в нашей стране не был успешным. Нужна ли нам должность президента? Какие части Конституции мы оставляем, какие усиливаем, какие убираем? Согласны мы быть колонией? Техническое правительство, значит, или это, ну, смотрите, возможен ли вариант такой, как вы говорите? Гипотетически да, но я не думаю. И я думаю, что все произойдет намного будет проще. И к Раде мира, это, и Совету мира этому мы еще вернемся. И это будет форма временного управления внешнего. Но это сможет произойти все только после падения режима диктатора и узурпатора Зеленского и его зеленый гнид. Иначе это не произойдет. Я в это не верю. Да, значит, Вопрос к вашему закончу, буквально одно. Денацификации, демилитаризации и тому подобное. Смотрите, в соглашении, которое предоставили американцы, фактически это прописано. Фактически это прописано. Когда бегают, вот вы помните, только появился план, Александр, этот американский, да, его еще никто не видел, эти 28 пунктов, но все знали, что он есть, да. Вы вспомните, побежали первые? Мова. Там требования, російська державна мова.
Мгм. Открываем 28 пунктов, его и близко нету, да, этого пункта. Это много таких вещей, вбросов было, да. Признание РПЦ. Открываем, там вообще РПЦ не упоминается. Понимаете? И то есть вот эти вот все вещи, вот эти вот нагнетания, мне вот мем прислал товарищ сегодня или утром, по-моему, что Міндічгейтом нас відвлікають від мовного питання. Это да. Это да. И женятся всякие на Майдане. Певцы, Да. однополые, однолюбы. Да, и нам это показывают, и специально вот это вот показывают. Но я хочу всем напомнить, вы когда на это все смотрите, и этих всех товарищей смотрите на соответственных каналах, вы им знаете, что денежку им платят с кассы, которую держит Владимир Александрович через Шефира, ну и Миндича. Вот это знаете, с кассы, с общака им платят. Да, значит, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса и перейдем к вопросам зрителей. Их достаточное количество, поэтому будет режим Блиц. Прекратится ли война до Нового года? 6% нет на старый Новый год, как Равин сказал. 14% нет, но перемирие, возможно, какое-то к Рождеству соорудят. 16% да, Трамп дожмет. И 63% нет. Весна только покажет, кто, где и чего. Спасибо, друзья, за то, что проголосовали. Благодарю за то, что поставили лайк. Ну, фактически это то, о чем я говорил, только другими словами. Весна — это долго. Александр, я хотел бы вчера. Нет, тут не дело... Смотрите, это долго в каком плане? Вообще в стратегическом. Вы фронт видели, что происходит? Я видел фронт, я вижу энергетику, я вижу многие вещи. Я вижу самое главное, когда говорят, что этот план плохой, я отвечаю по-другому. У нас был Минск-1, он же лучше был? Лучше. Был Минск-2, он был лучше? Лучше. Был Гомель, тоже ничего был. Был Стамбул. Был еще один Стамбул, недавний. Было окно возможностей, когда освободили Харьковщину и вышли из Херсона, да, россиян. Но мы же от всего отказались. Теперь каждый план будет хуже. ЗС 50/50 прекрасно. Под присмотром МАГАТЭ создадут наглядовую раду работников МАГАТЭ инспекторов. Ну, это даже лучше, чем наглядовая рада с людей, которые в энергетике, ну, с Лещенками там или какими-то Миловановыми. Там хоть специалисты в МАГАТЭ работают. Ну, то это 50/50, а потом будет 100/0. Смотрите, тут даже подтянули МАГАТЭ, вот вы вспомнили, да, сегодня, что там сделали заявление, что в любом случае должно быть под контролем МАГАТЭ, потому что даже если останется... Тоже витиевато написали, слушайте, говорит, если останется под чьим-то контролем, то с другого берега как бы нельзя, чтобы угрожали станции. А ты сидишь и думаешь, подожди, что с географией не то. С какого другого берега угрожали станции? Ну, короче, витиевато так, собственно... Нет, так подожди, а мы что, на другой берег перенесем Запорожскую атомную станцию, если она вдруг на украинской территории должна быть? Нет, конечно. Нет, они имеют в виду, что передать, сделать экстерриториальность под контролем МАГАТЭ территории вокруг станции. Ну и вы думаете, на это русские пойдут? Да. У русских тоже сильные позиции в МАГАТЭ. И, Александр, ну, по атомному развитию Росатом плюс американцам уран кто продает? Марсиане или русские? Понимаете, все это самое. Надо просто, вот все, как говорят, пойдут россияне, не пойдут. Пойдут.
Если в сторону МАГАТЭ пойдут, в сторону Украины не пойдут. Поэтому и прописали. Под контролем МАГАТЭ 50/50. Но это сегодня прописали. А завтра, при новых условиях, будет идите гуляйте. Вы Покупайте. мне можете объяснить? Это раз. Второе. Почему важен вопрос МАГАТЭ и по факту, если 50/50, я считаю, это вообще супер. Один энергоблок Запорожской атомной электростанции в хорошие времена работал на Румынию. На продажу электроэнергии в Румынию. Это живые деньги в бюджет, понимаете, да? Учитывая, что Украине после, дай бог, прихода мира и запуска всех генерирующих возможностей, такое количество сразу электроэнергии не надо будут, а деньги надо будут, то это тоже хороший вариант. А вы мне можете объяснить? То есть, черная зима, она практически уже наступила. Все. Мы уже в следующий раз будем встречаться зимой. С энергетикой швах. Видно. Видно, понятно, по отключениям, по ударам, по теплу, проблемы, генерация и так далее. На фронте решето. В север заходят, зашли. Константиновка заход, бои с Покровском, дело темное, окружен ли Мирноград или нет, до сих пор все спорят, но все понимают, что, ребята. Ну и так далее, там другие направления, причем такой рывок хороший по Запорожской области. Гуляй-поле сообщают, сегодня сообщили, опять это все требует проверки, официально там Рёбки, дипстейты, они тормозят немножко, говорят, что бои уже в Гуляй-поле. В Гуляй-поле, вот на подступах окраины Гуляй-поля, уже там бои. Смотрите, с фронтом беда, с энергетикой беда, с экономикой, понятное дело, тоже. Но наш, Кабмин, спасая репутацию, программу компенсаций утверждает. 2 миллиона гривен за жилье, которое осталось на оккупированных территориях. Значит, там очередь. Первые могут воспользоваться, в общем, участники боевых действий, инвалиды с 2014 года. Заявления у всех претендентов будут брать комиссии, которые, по месту жительства. При этом состояние жилья, оставшегося на оккупированных территориях, проверяться не будет. Отличный пункт, если честно. Хотя, можно проверить, договориться с россиянами и проверить. Значит, подтверждать не нужно будет право собственности, данные в жилье должны быть указаны в заявке. Ключевым условием участия будет отсутствие у заявителя другого жилья в собственности на подконтрольной территории. И, что самое, наверное, пикантное, по этому компоненту восстановление будет направляться на приобретение нового жилья. Нового жилья. Скажите, обычно вообще непонятно, откуда денег столько, с одной стороны. С другой стороны, если об этом уже говорят, это означает, что у нас будет ров с крокодилами, застройщикам, девелоперам, приближенным к Банковой, надо будет хорошенько отпилить денежку. Что достроится, не достроится, что уже есть, сдано, распродастся за счет государства. Еще один, схематоз, еще один вариант отмыть денег. Но вопрос... А мы уже понимаем, какое жилье будет на оккупированной, а какие не на оккупированной территории? Александр, знаете, я когда миллиард деревьев, миллиард дронов, эту всю лабуду слышу, я понимаю, что мы куда-то, палата номер 6. По состоянию на сегодня все, что рассказывает этот кабинет министров, я теперь знаю, наверное, на пленках Миндича Юлию Свириденко обозначили как Шахерезаду.
У нас же этот Алибаба есть, а тут Шахерезада «Тысяча и одна ночь» сказки, ну, рассказывает, понимаете? Ну, деньги откуда? У меня вопрос. Я бы не задавал вот эти все вопросы Свириденко, если б мог, которые вы, да, ну, сейчас, вы правильные вопросы поставили. Но у меня есть главный. Деньги где? Понимаете? Принимают программу такую, вот такую, тут дадим, тут поможем. Денег нету. Я точно знаю, на одной из пленок Владимир Александрович говорит по телефону, говорит, я команду Литвину дам, он это самое, он там все красиво сделает. Мгм. То есть, смотрите, вдумайтесь. Друзья, вдумайтесь, подводя итог программы, скажу. Думаю, это может быть итогом всего нашего эфира. Значит, вдумайтесь. Грабят энергоатом, грабят оборонку, грабят страну, все это на крови, в разных сферах, все это разбираются, все. Собирают общак. Потом глава ОПГ Владимир Александрович Зеленский говорит, я дам команду лучше, любимому миньону Диме Литвину, он сделает красиво. Прибывают представители этих миллионщиков, которых забронировали, детей, которых забронировали, пропагандоны. Им выделяют с кассы, то есть с общака, лаве на это все. И в результате мы получаем картинку, где нам рассказывают сказки Шахерезады. А если ты не согласен, то тебя Петровы с гомном смешают. Значит, Мне интересен вопрос, это, я думаю, вам интересно. Операция «Трусы Мосейчука» финансировалась с этого общака? ну да, с бэк-офиса. Бэк-офис трусов Да. Мосейчука, да. Смотрите, вы так, и меня многие там, скажем, ну, люди, которые слушают поверхностно, я очень благодарен нашим зрителям, что они слушают вдумчиво, и что они пытаются думать, да. Тумчев ни при чем. Смотрите, вы, ну, многие там, да, мне пишут, что вот, какие-то мелкие вопросы, ну, что там взял, что-то Минэкономразвития пообещал, какие-то 2 миллиона, почитали условия, ну, что-то не надо доказывать состояние жилья, ну, понятно, что первостепенное там вот эти, потом вот те, ну, ну при чем здесь? Ребятушки, ау! Все помнят жилищные сертификаты, которые раздавала Российская Федерация при отступлении российской армии на территории Херсонской области. Все помнят? Кушайте. Отступление будет. Вот вам и разведпризнак, так сказать. Значит, друзья, итоги подвели. Давайте, значит, времени не так много, но некоторые вопросы мы осветим. Игорь Мосейчук любезно всегда берет вопросы из сообщества YouTube и, собственно, у себя проводит эту рубрику. На любые отвечу. Проводит рубрику и отвечает на все вопросы. Поэтому у нас, ну, просто, чтобы по времени не затягивать, давайте немножко с чатом, немножко с сообществом. Значит, поехали. Не знаю, вам, почему вас спрашивают, но какая информация у вас есть о Дмитрии Маруниче, спрашивает Михаил. Нет у меня информации. Ну, я в начале войны что посадили, а что дальше с ним, непонятно. То есть, ну, сидит, не сидит, жив, не жив, міняли, не міняли, непонятно. Доброго вечора, пане Ігорю. До вас запитання. Чому за заклик до перемовин про закінчення війни нардеп Шевченко в СІЗО, а Зеленський і Єрмак з Умєровим сидять за столом перемовин? І друге, якими державно-владними повноваженнями відповідно Конституції і законів наділений голова переговірників Єрмак? Тоді треба було б Трампу замість Рубіо направити Сьюзі Вайлз, руководителя Білого дому, ну, протокола. Дивіться, давайте я з кінця почну відповідати.
Цікаве питання. Значить, я переконаний, що директиву керівнику Офісу Президента, який по функціоналу є завхозом, ну, в нашій країні, але директиву на перемовини підписав особисто Володимир Зеленський. Якщо він її не підписав би, то я маю великий сумнів, що там серйозно взагалі хтось би розмовляв і так далі. Там перед початком будь-яких перемовин учасники перемовин переконуються в повноваженні. В нашому випадку це мали бути директиви, які підписані президентом. Це обов'язкова умова, навіть якби делегацію Сибіга очолював чи будь-хто інший, крім самого Зеленського. Перемовини від імені України, згідно Конституції і законодавства, може ввести виключно людина, яка має директиву. А те, що там, я вибачаюсь, дряхла дупа Єрмака сиділа, то це вже проблеми виключно Зеленського. Його по цьому і цінять американські партнери, а потім залякують і кажуть, ти не їдь, бо погано скінчиться. Значить, і перше питання у вас було по, нагадайте, Олександр, перша частина. Шевченко сидит в СИЗО, а Зеленский, Ермак. З приводу закликів до миру, дивіться, якщо ти говориш, що мир в інтересах української держави, в інтересах української нації, в інтересах українського народу, тебе оголошують агентом Кремля. Ухом, носом, рукою, ногою, мізинцем, не знаю. Це стосується і Євгена Шевченка, і того самого Олександра Шелеста, і Ігоря Мосійчука, і всіх, хто говорить очевидні для любої нормальної людини в даній ситуації речі. А їх не оголошують тільки тому, що їхня дряхла дупа поки що на золотому унітазі. Значит, вопрос, Игорь. Коалиция желающих не казалась не такой импотентной по части взаимоотношений Украины-США. Прогинают таки Трампа? Смотрите, я не думаю, что Трампа прогинают. Мы еще не видели, пускай Зеленский слетает. Давайте посмотрим, чем закончится визит Зеленского. Прогинают Трампа. Трамп пока кивает головой. Но, во-первых, мы не знаем результат переговоров в Абу-Даби. Угу. Во-вторых, я больше чем уверен, что произойдет личный телефонный разговор Трамп-Путин. И я говорил не раз и в своих эфирах, и здесь с Александром, я уверен, вся эта история с игрой по отношению мира Украины играется партитура в 4 руки. Трампом и Путиным, Путиным и Трампом. И понятийные вещи о линиях переговорных, о линиях мира были закладены во время встречи на Аляске. И отходить от них никто не будет. Ни Путин, ни Трамп. То, что он кивает хоботом, так он и про томагавки рассказывал, а в результате вышли тамагочи. Так, Кристина Мина спрашивает. Добрый вечер, дамы и господа. Вопрос. Как-то в комментариях под видео Александра я прочла от жительницы Украины вот что. Если бы на нас напали поляки или еще кто-то, то я уверена, что русские сразу бы пришли на помощь. Я даже сделала скрин этого комментария, Игорь Владимирович. А как вы считаете, если бы на Россию напали поляки, украинцы пришли бы на помощь? Спасибо за ответ. Смотрите, история взаимоотношений Речи Посполитой, в которую входила Украина, и Московии, отношения Российской империи, Гетьманской Украины и Польши,
ну, остатков Речи Посполитой, она выстраивалась по-разному. И до Богдана Хмельницкого, самой большой угрозой для московского государства это как раз совместные походы, которые возглавляли, как правило, кстати, украинские князья против московского государства. Так само абсолютно после Богдана, когда войска Российской империи воевали с Речью Посполитой, то падение и раздел Речи Посполитой случился после того, как Гетьманская Украина выступила на стороне уже Российской империи, как ее там и часть, и союзник сначала, а потом как ее часть против Речи Посполитой. Поэтому мой ответ простой. Успех военных операций Речи Посполитой, Польши против России зависит от того, на чьей стороне будет Украина. И я тут, отвечая на этот вопрос, скажу то, что напомню, я рассказывал в эфире, по-моему, и у Александра, я общался с американским дипломатом одним, и я задал вопрос, а какая цель, ваше мнение, была у Зеленского выпустить с Украины вот этих 18-21-летних, да, ну, молодых ребят? А вот ответ он говорит, а кто вам сказал, что это решение Зеленского было? Это было наше решение. Мгм. Это мы настояли. Это мы сделали. Говорю, а вам зачем это? А говорит, если Украина упадет, то эти молодые люди, находясь на Западе, они практически все сейчас покидают Украину, они не будут против нас воевать. А так они могут оказаться с другой стороны против нас. Вот такой ответ. Чат трансляции. Что будет с Гордонами, Бородачами, Портниковыми, Корчинскими и другими после войны? Значит, даю ответ. Ребята, 100% пропагандоны есть на пленках Миндича, 100% пропагандоны ведомости по выдаче им денег есть в файлах, изъятых в бэк-офисах. Почему я говорю, Александр, внимание, файлы и записи. Записи и файлы, потому что это понимаем, да, взаимосвязанные вещи. Это должна быть уголовная ответственность, это участие в ОПГ по действующему криминальному кодексу. Мало того, там это содействие в узурпации власти, разграбление страны и так далее. Судить их надо, и они участники ОПГ, они фактически информационно помогали в этом всем направлении. Судить. Вопрос. Что бы вы, будь президентом, предложили России, чтобы сказали Путину, чтобы остановить войну? Я бы сказал, что Украина не будет анти-Россией, Украина не будет анти-НАТО, Украина будет нейтральной страной, которая готова работать со всеми в своих интересах экономических, и Украина будет нейтральной страной, которая будет с соседями выстраивать дружелюбные отношения. Вы посмотрите, Зеленский перессорился со всеми, с кем только мог. Вот я бы выстраивал разговор вот так. Лина Востроилова. Остатки ВСУ будут поставлены по периметру Европы? Ведь мир ей нужен у себя. Может, пора кому-нибудь объяснить это украинцам? Ну, я надеюсь
что мы находимся в историческом временном периоде, и мы его обсуждали весь эфир, собственно, да, с Александром, что периоде, который реально сейчас даст возможность нам выстроить историю мирную не по границам Европы. Так, у вас тут интересуется, кто такие украинские князья? Ну, если вы не знаете, господа, то это Вишневецкие, Острозские. Но вопрос, были ли они украинскими, понимаете? Тут же тоже Ну, смотрите. вопрос исторический. С исторической точки зрения, чисто если вы говорите о слове Украина, нет, это русские князья. Но я хочу напомнить, что эти русские князья колотили московское государство так, что пух летел и прах по целой Европе и Азии. То есть хочу напомнить, что самое большое поражение московское государство получило вот на речке Орша, на территории нынешней Белорусской республики, от войск, которые возглавлял Константин Иванович Острозский, защитник православия, православный князь, и который похоронен в Киево-Печерской лавре, вместе со святыми упокоился. Поэтому такая она история. Я не призываю... Смотрите, ребята, мы живем в 21 веке. 21-м. Историю надо любить, читать, изучать, знать. Но не надо на ней делить людей. Ну так понимаете, в чем дело? Когда вы говорите украинские князья, вы же тоже делите людей. А я не делю, но вот, опять-таки, к чему было... Смотрите, Укра... когда вы приводите пример, что во время междоусобной битвы кто-то кого-то поколотил так, что перья летело... А какой междоусобный? Здесь нет Украины. Ее не было в проекте, понимаете? Еще раз. Так и России не было в проекте. Александр, России не было в проекте, это было московское государство, не было в проекте. А русские князья были под короной Речи Посполитой. Александр, вот в чем вопрос. Не было ни Украины, ни России не было. А почему вы говорите украинские князья тогда? Польские давайте тогда говорить. Нет, русские. Русские. Через мягкий знак. Вы же не к историзму, а к политической, присовокупляете их, пришиваете, понимаете? Я говорю как историк, и я не хочу делить. Я хочу, чтобы мы изучали историю. Но я не хочу, чтобы мы на истории и на исторических распрях любых, с любыми народами строили будущее. Мы в 21 веке, люди. Научитесь к истории относиться как к этому самому, как к тому, что было. Давайте, а строить то, что будет. Да, давайте точку поставим вот таким вопросом. Интересным вопросом, я считаю. Значит, это нетривиальное мнение. Понятно, что по поводу бусификаторов уже крыша едет, год дома сижу, человек пишет. Это такой, тем более, что, скорее всего, будут закручивать эти все гайки, и, судя по всему, по бусификации все будет плохо. Неочевидный вопрос, да, неочевидный вопрос. Смотрите, если... Вот так. Я понял, наши люди неисправимые. Мы породили исторический срач. Я прошу всех, вернитесь в сегодняшний день. Не, тут я вижу, там белорусские князья, давайте расскажите, кто. И, в общем, понятно. Смотрите, нет, вопрос, куда будет бежать Зеленский. Если это европейская мафия, и он в ней замешан, то тогда... Бежать он будет не в Европу. То тогда нужно, получается, чтобы его принимали США.
А ведь это прям очень интересно сейчас выглядит, если Значит, это так. бегство зеленых гнид готовится в арабский мир. Часть общака находится там, туда ездил Умеров, это отфиксировали органы. Недвижимость активно скупалась там. Бабки с офшора, которые приватовские, в Оман выведены. И так далее, и так далее. В арабский мир они бежать собрались. Князей оставьте в покое. Они были русскими, но не имели отношения, раз вы так хотите, не имели отношения ни к России, ни к Украине, ни к Белоруссии. К Руси имели отношения и к Речи Посполитой. Ой, да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний эфир. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович, за время и мысли. Берегите себя, всем добра и света.